Привет, я Дарья и добро пожаловать на мой канал про иллюстрации. Сейчас вы видите меня в окружении пустых белых стен, а все потому, что мой кабинет постепенно переезжает в спальню, и когда я все закончу, то обязательно вам покажу. Ну а сегодня я рисую портрет вот этого потрясающего парня. У меня уже готов скетч на бумаге, поэтому работу в фотошопе начну сразу с цветовых пятен. Дорабатывать одежду, лицо и прочие детальки буду также в процессе. И с цветом также заранее не решила, буду подбирать на ходу. В процессе спидпейнта расскажу про вот эти 3 пункта. Чтобы ничего не пропустить, смотрите видео до конца. Также ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и поехали! Ну что, начинаю работу с уже подготовленного на бумаге скетча. Я загрузила фотографию скетча в Photoshop, убавила прозрачность и начала заливать все большими цветовыми пятнами. Начала с лица, потом сделала уши, шею, руки и так далее. Убавила у лица прозрачность, чтобы мне снова стал виден слой со скетчем, и делаю детали лица. Теперь приступаю к большому цветовому пятну кепки. Цвета пока беру со своей иллюстрации, которую я рисовала в прошлом видео. Ссылочка будет вот тут вверху и в описании к этому видео. Пока не сильно переживаю насчет правильности и аккуратности форм, я это в процессе еще могу поменять. Моя самая основная задача — это накидать крупные цветовые пятна, чтобы мне было видно работу в цвете, и чтобы, если есть какие-то ошибки, они есть, я сейчас их вижу. В процессе работы я как раз их увидела благодаря этому. Так вот, накидываю большие цветовые пятна, не сильно переживая насчет аккуратности, и это все в процессе я еще поправлю. Также на ходу экспериментирую с цветом, регулирую его при помощи инструмента оттенок и насыщенность. В иллюстраторе такого нет, и Photoshop этим гораздо удобнее для раскрашивания изображения. В этом месте работы я сделала перерыв, отдохнула от картинки и вернулась к работе с уже свежим взглядом. Сразу заметила, что глаза уж очень сильно косят, и решила их сделать чуть более прямо смотрящими. Также заметила, что руки у нормального человека так не растут. Сейчас я их тоже поправлю. И теперь вопрос для внимательных. Что еще мне осталось поправить? Это что-то очень большое и заметное. Напишите свой ответ в комментариях, смотрите видео дальше и узнаете ответ. Также решила добавить на нос пластырь, так как этот парень хулиган, ему не сидится на месте, он постоянно в синяках и царапинах. И таким образом я хочу подчеркнуть этот момент. И тут он подходит ко мне и спрашивает: «Зачем ты нарисовала мне на носу прищепку? Боже!» Я думаю, что это вполне похоже на пластырь, особенно в итоговой картинке. Но скажите мне, как вы считаете, возможно, я ошибаюсь.
Та-дам! Поправить нужно было козырек у кепочки. Видите, как он поменялся? Я сильно уменьшила внутреннюю часть, потому что с этого ракурса она должна выглядеть примерно так, как сейчас, а не так, как было до этого. Попробовала сделать кепочку красной, но решила остановиться на желтом варианте. И теперь финальный этап – добавить цвет, тень и доделать детальки. Сейчас будет музыка, но я еще вернусь к вам в конце. На сегодня все. Следующее видео это будет видеообзор на планшет Hayon Canvas 13 Pro. Я его заказывала с AliExpress, уже пользуюсь им месяц и обещала сделать на него обзор, поэтому он выйдет в следующую неделю. В описании к видео есть много интересных ссылок, которые также можно посмотреть, загляните туда и проверьте, что там есть. Поддержите мой канал лайком, подпиской и до скорого! Что я там не снимала?